Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новое видео Russian Progress. Меня зовут Артем, и Russian Progress — это проект по изучению русского языка через аутентичный контент. Сегодня я хотел бы вам рассказать о 10 фактах обо мне. Я сам сейчас изучаю польский язык и наткнулся на подобное видео, и мне показалось, что это очень интересно и полезно, потому что все, что я вам сегодня расскажу, вы можете сами использовать эти слова, фразы, грамматику. Я думаю, что вам это может пригодиться. И также это возможность немного получше познакомиться. Пишите также в комментариях какие-то факты интересные о себе. Может, что-то у нас будет совпадать. Итак, первый факт обо мне — это то, что мне 26 лет. Я родился и вырос в городе Новосибирске, который расположен в самом центре России, в Сибири. И здесь я прожил практически всю свою жизнь. Единственное, я жил еще 1,5 года в Санкт-Петербурге, но сейчас я временно снова в Новосибирске. Планирую в будущем также пожить где-нибудь еще за границей. Скорее всего, это будет Европа, потому что мне нравятся европейские языки, и у меня там много друзей. Ну вот, собственно, такая базовая информация. И давайте перейдем ко второму факту. Второй факт — это то, что в детстве я занимался дзюдо, потом я занимался гитарой, я играл на гитаре, и что еще? Я катался на BMX. Ни в одном из этих занятий я не преуспел, но, в общем, немного занимался вот этими тремя вещами. Третий факт обо мне, и тут тоже у нас три вещи, это то, что я учился на 3 факультетах в университете. Я поступал на бизнес-информатику, потому что думал, что это перспективно, но потом у меня возникли проблемы с математикой, и мне пришлось сменить факультет. Далее я учился на социологии. Не спрашивайте почему, просто я не хотел идти на лингвистику, потому что это слишком узко. Решил пойти на социологию, но в итоге мне не понравилось. И в конечном счете я решил перевестись на регионоведение. И, собственно, на регионоведении я уже окончил университет. Четвертый факт обо мне — это то, что я начал заниматься языками в 19 лет. И сейчас я изучаю свой 10-й язык. То есть вот за 7 лет, получается, мне удалось в разной степени освоить около, скажем так, 7 языков. Там еще 3 языка, я на них не очень хорошо говорю или вообще не говорю. Но в целом, да, то есть это разрушает миф о том, что языки можно выучить только когда тебе там 2 года или 5 лет. Нет, я начал в 19. В 19 лет я знал только английский, и то на уровне pre-intermediate, поэтому вот так, такой факт. Сниму, кстати, отдельное видео, где говорю на всех языках, специально для Russian Progress, так что, если хотите увидеть это видео, то ставьте лайк обязательно. Следующий факт обо мне — это то, что я был в 28 странах мира. Я люблю очень путешествовать. В основном эти страны в Европе. В Европе я уже посетил больше стран, чем не посетил. Да что ты, черт побери, такое несешь? И также был в некоторых странах в Азии, в Латинской Америке еще не был, в Австралии тоже не был. Но, в общем-то, я обожаю путешествовать. Моя цель вообще — это сделать так, чтобы я мог постоянно перемещаться по миру, путешествовать, показывать вам какие-то места, то есть записывать не только дома, а на каких-то разных локациях, в разных городах. И надеюсь, что в будущем я это смогу реализовать и осуществить. Шестой факт обо мне — это то, что я работал в хостеле, и, должен признаться, это было самое яркое, самое насыщенное время в моей жизни. Это было очень интересно, потому что в хостеле было много иностранцев, а я уже тогда изучал языки, и знал французский, испанский, итальянский, и мог практиковать все эти языки. И, собственно, там было много и русскоговорящих ребят, с которыми мы стали друзьями, и это было очень, как я уже сказал, насыщенно, ярко. Хотя этот период длился всего полгода, и мне не платили там вообще практически ничего, то есть там было что-то $100 в месяц, но мне очень нравилась эта работа, именно потому что я мог общаться с людьми, знакомиться с новыми людьми, и с некоторыми из них становиться даже друзьями. В конечном итоге я понял, что работать на кого-то — это не совсем мое, потому что мне нравится, когда я сам решаю, что мне делать и когда. И, собственно, это была моя первая и последняя, скажем так,
такая работа на кого-то. Следующий факт, давайте такой легкий какой-нибудь, типа мой любимый цвет это темно-синий. Обожаю темно-синий цвет, мне нравится, мне кажется, он такой элегантный, строгий и красивый. И вообще в одежде я предпочитаю темные оттенки. Вот, в общем, такой интересный, очень интересный факт. Дальше следующее, это я увлекаюсь урбанистикой, городским планированием, и это уже длится где-то 1,5 года. 1,5 года я интересуюсь этой темой, смотрю видео на эту тему, и когда я путешествую, я стараюсь обращать внимание на какие-то элементы городской среды. Меня подсадил на это канал Варламов, потом также Аркадий Гершман, ссылочки будут в описании, если вам интересна эта тема. И, собственно, да, это мое хобби, я немножко пишу в Инстаграме на эту тему, в своем личном, и, возможно, в будущем как-то хотел бы как-то реализоваться также в этой сфере, но для начала нужно заняться полностью Russian Progress, чтобы Russian Progress стал моей полноценной работой. Вот. Теперь давайте о Russian Progress. Я хотел бы рассказать вам, что мне нравится больше всего в этом. Из всего, что я делаю, именно вот рабочая часть. Понятно, что мне нравится знакомиться с новыми людьми благодаря проекту, но вот именно по работе мне нравится больше всего монтировать. Монтировать я люблю больше всего, потому что это самое простое. У тебя просто есть уже готовый материал, ты его собираешь и там что-то делаешь, режешь, добавляешь какие-то картинки, эффекты, текст и так далее. И это, мне кажется, самое классное. На втором месте это запись видео, потому что запись видео это не так просто, как может показаться. То есть сначала тебе морально нужно подготовиться к этому, потом ты садишься, потом у тебя не всегда получается рассказать так, как ты хочешь, потом ты, возможно, что-то перезаписываешь. И в итоге это всегда, до сих пор я уже вообще с 2016 года записываю видео, для Russian Progress 2 года, и это нелегко, подкасты тоже нелегко записывать, поэтому я прокрастинирую перед тем, как записать видео, и причина, по которой видео не выходит там сейчас, в данный период, 3 раза в неделю, потому что сейчас у меня времени очень много, это то, что мне нужно как-то эмоционально зарядиться и как-то отдохнуть, потому что для меня это еще нелегко. Ну и меньше всего я люблю писать субтитры и транскрипцию, как только у меня будет финансовая возможность, как только там на Патреоне наберется достаточная сумма, я поставил там цель, как только я ее достигну, я делегирую написание субтитров и транскрипции, потому что это такая работа не творческая, не креативная, ты просто пишешь эти субтитры, и это отнимает очень-очень много времени. То есть записать видео, смонтировать видео — это гораздо быстрее, чем написать субтитры и транскрипцию. Вот. И напоследок хотел бы вам сказать, какое у меня самое любимое видео из тех, что я записал. Это невозможно отгадать. То есть если я вам дам 20 попыток, вы, скорее всего, не отгадаете. Или даже 50. Потому что это видео не набрало столько просмотров, и оно не совсем связано с русским языком, в общем, это влог, но когда я его смотрю, боже, как я кайфую, какое удовольствие я получаю. Воспоминания, которые были связаны с этим днем, когда я записывал это видео, это влог 17 из Братиславы. Ребят, всем привет! Ужасный ветер. Просто я обожаю это видео, и в описании я добавлю еще некоторые видео, которые мне тоже очень нравятся. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях свои какие-то факты о себе. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает проект на Патреоне, всех вот этих замечательных людей. Что я вам хочу сейчас предложить? Смотрите, все те, у кого сейчас уровень $10, каждому хочу предложить 30 минут разговора на русском. Мы познакомимся, поговорим об изучении языков, о русском, просто поболтаем, и, в общем, это получат все, кто на уровне $10. И если вы тоже подключитесь до конца мая, я думаю, я это сделаю предложение,
до конца мая, если вы подключитесь, то тоже с вами мы поболтаем, и тем самым вы получите дополнительный контент. Что же я подготовил сегодня? Сегодня я хочу, во-первых, рассказать вам о глаголах, которые очень похожи по значению на глагол «читать», но которые имеют немного другое значение. Так что вот ссылочка в описании. Спасибо и увидимся. Пока!